Всем привет, ребята! Как я вам обещал, если под роликами про поколение героев будет активность, то я продолжу выпускать обзоры на новое поколение в игре. Сегодня на повестке дня герои девятого поколения, который выходит на 600 день игры. Кто из вас еще не видел видео про героя восьмого поколения? Ссылка у вас сейчас появилась в правом верхнем углу экрана. Обязательно посмотрите. Перед началом обсуждения хочу сказать, я буду высказывать исключительно свое мнение и свое видение героев девятого поколения, и оно может отличаться от вашего. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А теперь устраивайтесь поудобнее, ставьте лайк под этим видео. Как только набираем 200 лайков, я сразу делаю обзор на героев 10 поколения, потому что там тоже есть что обсудить. Ну а теперь давайте начинать. В девятом поколении героев у нас появляются три новых персонажа. Из Колеса Фортуны мы с вами получаем Копейщика Фреда. Из События Королевного Поля и стадии подготовки и битвы СВС мы получаем Лучницу Ксюру. И из Зала Героев мы с вами получаем Пехотинца Магнуса. Если вы игрок с большим донатом, то очевидно, что в каждом поколении вам нужно брать всех трех героев и прокачивать их на максимум, как и по виджетам, так и по осколкам. Но большинство игроков, как и я, играет со средним донатом, или вообще без него. И именно поэтому нам нужно выжать максимум из тех ресурсов, которые у нас доступны. Если вы прислушались к моему совету из восьмого поколения, то в девятое поколение вы заходите с тремя героями, а именно с лучником Брэдли, с копейщиком Соней и пехотинцем Гато. И теперь давайте разбираться, кого из них стоит заменить в разрезе девятого поколения. И первый герой девятого поколения, который мы с вами сегодня обсудим, это пехотинец Магнус. Каждый его навык мы с вами отдельно разбирать не будем. Поговорим только о самых важных моментах. Его первый правый навык в экспедиции повышает атаку союзных войск до 25%. А это означает, что данного пехотинца можно использовать как героя для вступления в ловушки на медведя. Раньше, еще до апгрейда Гектора и Джеронима, Магнуса можно было использовать как героя для создания ралли на медвежьей ловушке, потому что его первый и третий навык в экспедиции увеличивает урон. Но после обновления его актуальность отпала. Для игроков без доната Гектор по-прежнему остается лучшей опцией для медвежьей ловушки в разрезе пехоты. Касательно восьмого поколения я взял Гато. И заранее знал, что в десятом поколении появится сильный пехотинец Грегори. Поэтому я заранее понимал, что вкладываться в Магнуса я не буду. И, честно говоря, ни разу об этом не пожалел. Тем более Магнус берется из зала героев, а тратить 1075 осколков на него, на мой взгляд, просто нерентабельно. Поэтому, по моему мнению, игрокам со слабым донатом этого пехотинца можно спокойно пропускать. Единственная нормальная опция для его использования – это герой для вступления в ловушки на медведя. Следующий герой, который мы с вами обсудим, это Лучница Ксюра, осколки которой добываются в событиях Королевного Поля, а также на стадии подготовки и битвы СВС. Лично у меня получилось собрать 475 осколков в рамках данных событий, и я долго думал, где можно вообще использовать данного персонажа. На ловушке медведя Ксюра как герой для вступления не подходит. Для создания ралли, на мой взгляд, ее тоже нет смысла брать, потому что мой Брэдли седьмого поколения уже прокачан на максимум, и для меня он намного приоритетней, чем Ксюра. Тем более в 10 и 11 поколениях нас ждут еще два очень сильных лучника. И если бланшет из 10 поколения еще можно пропустить, например, сэкономить алмазы на прокачку VIP уровня, так как она добывается через Колесо Фортуны, то вот Руфус из 11 поколения – это уже обязательный герой для всех игроков, несмотря на то, что он идет через зал героев. Единственная действительно хорошая опция для Ксюры, на мой взгляд, это освоение. Она является неплохим хиллером и при этом накладывает дебафы на вражеские войска, как на арене, так и в освоении. Помимо этого, ее виджет в освоении повышает наносимый урон до 60% для героя с самой высокой атакой. И я могу сказать честно, мне всегда было очень тяжело побеждать игроков на арене, даже если у них было меньше силы, но если у них стоял в составе Ксюра. Лично я ее ставил на задний ряд в освоении. И даже несмотря на то, что она у меня минимально прокачана в разрезе виджета и осколков, благодаря ее навыкам и общим характеристикам героя, я смог продвинуться сразу на несколько этапов освоения. Мой вывод по Ксюре следующий. Если вы долго копите ресурсы, используете их раз в несколько месяцев в событиях Королевного Поля или на стадии подготовки СВС, и вам удалось собрать Ксюру хотя бы на 4 звезды, можете спокойно ее использовать именно в освоении. Но если вы, как и я, по-прежнему делаете основной упор на прокачку пехоты и копейщиков в разрезе 9 поколения, то вполне можете оставить Брэдли и продолжать играть через связку с ним, используя пропорцию 60% пехоты и 40% копейщиков, благодаря навыкам Брэдли. Но сразу скажу заранее, мета 60-40 постепенно будет уходить уже с выходом 10 поколения, так как у вас появится лучник Бланшет. Вам все чаще придется переходить на составы с лучниками, а это, соответственно, означает, что появится необходимость прокачивать снаряжение и талисманы уже непосредственно для лучников и ставить их в приоритет. И третий герой, который мы с вами сегодня обсудим, это Копейщик Фред, осколки которого можно получить из Колеса Фортуны. И вот именно на этого героя, по моему мнению, стоит особо обратить внимание в рамках 9 поколения.
Фред отлично показывает себя как в освоении, так и в экспедиции. Сейчас давайте разберемся почему. Что касается экспедиции, навык его виджета «Зов пожарного» повышает атаку войск в сборе до 15%. Да, большинство из нас не является создателем ралли, но это не означает, что нет смысла улучшать его виджет, потому что каждое улучшение дополнительно повышает базовые характеристики героя, включая смертоносность и здоровье, а это один из самых приоритетных показателей в игре. Теперь давайте пройдемся по навыкам. В касательно экспедиции, первый навык уменьшает смертоносность войск до 20%. Для вступления в ралли на ловушке медведя он не подходит, но зато очень хорошо себя проявляет в PvP аспектах. Второй навык повышает наносимый урон по противнику до 20%, а третий позволяет копейщикам каждые 4 удара наносить до 200% дополнительного урона, и при этом на следующий ход снижает урон вражеских подразделений до 20%. Исходя из этих навыков, я использовал Фреда в связке с Брэдли в соотношении 60% пехоты и 40% копейщиков. И как я уже говорил ранее, по моему мнению, это последнее поколение, где данная формация еще может полноценно работать, но в любом случае выбор остается за вами. Кто-то играет через Мию с соотношением 50-0-50, кто-то использует 50-20-30, но лично я начал переходить на подобные формации только начиная с 10-го поколения героев. Так, немного мы отвлеклись, давайте продолжим. Фреда мы не будем использовать на ловушке медведя. Там у нас по-прежнему остается Мия, и замены ей в ближайшее время не будет. Что касается освоения, то Фред и здесь себя показывает очень достойно. Более того, даже сейчас, играя в эпоху 11-го поколения героев, я все еще продолжаю его использовать в освоении. Его виджет повышает атаку героя до 24%, а защиту до 10%. При этом все три навыка у него атакующие в освоении. А последний навык при снижении здоровья ниже 50% дополнительно дает бонусы к атаке и защите. Из этого можно сделать вывод, что Фреда можно периодически использовать даже в первом ряду освоения на некоторых этапах. Именно в рамках 9-го поколения я бы рекомендовал вам делать основной акцент именно на Фреде. Во-первых, его достаточно легко улучшать благодаря колесу фортуны и использованию алмазов. А вот с виджетами я бы советовал вам поступить следующим образом. Вы можете сыграть первое морозное сокровище и улучшить Фреда виджет до 6-го уровня. После этого дальнейшую прокачку виджета можно постепенно делать через тайный магазин, благодаря навыкам Агнес, покупая виджеты по скидке. А вот второе морозное сокровище, на мой взгляд, уже можно пропустить и начать копить алмазы Нигмы на 10-е поколение героев. Потому что в 10-м поколении есть игроки, которые даже со слабым донатом стараются взять всех троих героев. Кто-то решает пропустить лучника Бланшет, чтобы сэкономить алмазы. Кто-то делает ставку на копейщика из зала героев. Но все эти варианты мы уже подробно обсудим в ролике про 10-е поколение героев, которое выйдет сразу после того, как это видео наберет 200 лайков. Теперь давайте подытожим. 9-е поколение героев, по своему мнению, могу назвать поколением Фреда. И в некоторых аспектах лучника Ксюры. И сегодня я постарался вам объяснить почему. Если вы не очень активно играете в событиях Каролинового поля или стадии подготовки и битвы СВС, то Ксюру можно спокойно пропустить. Но если вам нравится режим освоения, то данного героя необходимо прокачивать. Фред, это, на мой взгляд, является обязательным героем для прокачки в рамках 9-го поколения. А вот Магнус после обновления уже точно стал неактуальным для игроков со слабым донатом. Что касается ловушки на медведя, в 9-м поколении, то у нас остаются все те же герои, что и в 8-м поколении. При создании ралли мы по-прежнему будем использовать Брэдли, а также Мию, а третий герой уже зависит от вашего доната. Если вы играете без доната, то используйте Гектора, а если с донатом, то уже используйте Джеронима. Что касается PvP аспектов, то моя связка героев выглядит следующим образом. Я использовал Фреда, Гато и Брэдли с соотношением 60% пехоты и 40% копейщиков. Но если вы играете через Мию, то можете использовать, например, Хендрика, Ксюру и Мию с соотношением 50-0-50. Теперь давайте поговорим про освоение и о том, как, по моему мнению, лучше расставлять героев. В 8-м поколении по старой памяти я использовал следующую расстановку. В первом ряду у меня стояли Гато плюс Эдит, и если нет Эдит, то ставил Гектора. Во втором ряду мы использовали Брэдли плюс Соню плюс Хендрика. Если нет Хендрика, можно поставить Вейна либо Рене. В 9-м поколении можно сделать следующим образом. Первая опция. Вы можете заменить Соню на Фреда, либо поставить Фреда вместо Эдит, а задний ряд оставить Брэдли, Соня плюс Хендрик. Если же вы все-таки берете Ксюру, то можете попробовать такую расстановку. В первом ряду вы оставляете Гато плюс Фред, а на заднем ряду это Брэдли плюс Ксюра плюс третий герой уже на ваш выбор, в зависимости от вашей прокачки. Именно благодаря навыкам Ксюры попробуйте пройти этап освоения с 3 лучниками сзади.
оставив двух сильных героев в первом ряду. Возможно, за счет высокого урона задней линии и хорошего сдерживания переднего ряда вы сможете пройти несколько этапов освоения. Вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать про текущее поколение героев. Надеюсь, данный ролик был для вас полезен. Если вас интересует какая-то другая тема для видео, обязательно напишите в комментариях, либо напишите мне в чате телеграм-канала, что именно вы бы хотели увидеть на канале. Касательно нового события от администрации, то мне кажется, анонс мы можем увидеть уже в ближайшие дни. Поэтому я бы сейчас не советовал вам донатить и рекомендую свои оставить еженедельные покупки ближе к концу недели, если у вас есть какие-то обязательные еженедельные наборы или опции для покупки. Ну а на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.